Всем привет! Многих переезжающих в Узбекистан интересует тема отношения к женщинам в мусульманских странах. Я предлагаю подробно рассмотреть ситуацию с этим вопросом здесь в республике. А в конце видео я расскажу интересные наблюдения, которые я здесь подметил. Вы на канале «Едем жить в Узбекистан». И пока мы не перешли к теме, у меня для коренного населения есть небольшое объявление на их родном языке. Не ругайте сильно за акцент, я только учусь. Ассаламу алейкум, Узбекистонлик дусларом. Сизлар, Джуда, Мехмандо Сиз. Халк Сизлар. Хозар Сизнинг Олдел Гезге. Кела Йодган, Россия, Халке. Уз Давлатинин Джангары Ва. Таджиоскор Сьос Сатиге. Но Разы Бульон. Одамлар Киладе. Куб Челеге Сизнин. Уфудамлар Нигизни Хурмат Киладеге Ва Акали Одамлар Киладе. Илтимос Уларге Дустана. Мунусабате боли ва бу вазете уз мафатендин учун удалари. Илтимос видео ыстыдаге изохларге мехрибон боли. Катте рахмат. Во-первых, для чего понадобилось выпускать это видео? Дело в том, что пока я сюда не переехал, мои представления об Узбекистане были стереотипны. Скорее всего, также ошибочно думают и многие из вас. Я знаю, что многие девушки отказываются от варианта переезда сюда, думая, что будут жить в притеснениях, постоянных взорах и выкриках со стороны мужчин. Конечно, я здесь недавно и многое могу просто не видеть. Поэтому для объективного взгляда из первых уст через несколько минут мы возьмем интервью у местной жительницы. Начнем с общего отношения к славянам. После распада СССР отношение к русским было негативное. Многие были вынуждены уехать из республики, бросив свои дома, квартиры и вещи. Но есть и те, кто остался, несмотря на все трудности. Позже, в течение первого десятка лет независимости страны, этот негатив постепенно ослаб, сойдя на нет, и через 20 лет ситуация кардинально поменялась. Как русские воспринимают европейцев и американцев и их уклад жизни наиболее развитым и прогрессивным, также и большинство жителей республики смотрят на Россию и ее граждан. Большинство русских здесь воспринимают как носителей прогресса и развития. Теперь о женщинах. Для начала я выскажу свои наблюдения. Я заметил, что все женское население страны можно разделить на две части. Первое – это женщины из семей консервативно-традиционных взглядов. Они ходят в хиджабе, взгляд скромный, стараются не мешаться мужчинам, постоянно молчат и, похоже, как будто никак не взаимодействуют с окружающими. Возникает сильное ощущение, что они как будто ущемлены в правах и находятся в какой-то своей нише мироощущения. Таких процентов 35 от общей массы населения Ташкента. Это если судить по тому количеству, которое ходит по улицам. Национальной традицией является воспитание девочки в духе скромности и консерватизма. Поэтому девушки и женщины выбирают для себя соответствующий вариант поведения, так как это их традиции и привычки. Вторая группа – это светская, назовем ее так. Это девушки, одетые по европейской моде, а иногда даже наиболее опрятно. С открытыми волосами, в юбках и в современных платьях. Многие ходят в деловых костюмах. Не стесняются смотреть в глаза мужчинам и вполне спокойно общаются с окружающими. В общем, они ничем не отличаются по поведению от европейских или прочих женщин и девушек. Таких примерно 65%. Женщины здесь, как правило, имеют равные права с мужчинами, так как Узбекистан сейчас светское государство. Я не заметил каких-либо ограничений для женщин. Наоборот, столкнулся с рядом заведений и мест, где запрещен вход мужчинам. Также для женского удобства есть разделение по полу в примерочных магазинах и тому подобных местах, куда мужчинам вход воспрещен. У женщин есть возможность выбирать врача, женщину или мужчину. Есть отдельные и только женские парикмахерские и так далее. Стоит отметить, что женщинам активно уступают места в транспорте. Здесь норма уступить женщине или девушке место в транспорте любого возраста. И едущих стоя в метро женщин очень мало. Думаю, это сказывается воспитание. Внимание! Приезжим женщинам, идущим в одиночку, конечно, немного присутствует. Но делают это узбекистанцы ненавязчиво и не пошло. Тихонько кис-кис-кискают. И это то, что лично заметили мы. Еще как факт, есть глухие регионы, из которых мужчины уехали на заработок или просто переехали в большой город. В таких регионах может преобладать женское население. Мне об этой ситуации рассказывал местный житель, проживающий в таком селе, но работающий в городе. Гулять по улице вечером безопасно. Даже если девушка идет одна, ее никто не обидит. Раньше была традиция, что женщина, выходя на улицу гулять после 10 вечера, должна быть в сопровождении мужчины. Поэтому бабушки с собой брали внуков, или девушки и женщины брали с собой сыновей и братиков. Пусть ему и 4 года, но он мужчина и сопровождает
маму или бабушку. Многие коренные престарелые бабушки до сих пор так делают. Интересный элемент воспитания. Мальчик с детства воспитывается как будущий глава, способный защитить свою семью и несущий ответственность за нее. Заметьте, тут есть чему поучиться. Я думаю, что о воспитании и о свадебных и семейных традициях я постараюсь сделать отдельный выпуск. После того, как мы рассмотрим всю тематику, необходимую при релокации на ПМЖ. Поэтому не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео про Узбекистан. Ну а теперь я предлагаю перейти к интервью с местной жительницей. Всем привет, меня зовут Ирина, и сегодня я возьму интервью у прекрасной местной жительницы по имени Камила. Первый вопрос: сколько лет и где ты родилась? Мне 23 года, я родилась и выросла в Ташкенте, и всю свою сознательную жизнь тоже провела здесь. Я родилась в интернациональной семье, моя мама русская, она родилась в Ташкенте, тоже всю жизнь прожила здесь, а мой отец, он из Бухары, по национальности он узбек и татарин. В нашей семье принято говорить на русском, отец тоже практически не говорит на узбекском. Узбекский ты понимаешь в целом? Я понимаю, да, какие-то общие фразы, но говорить я не могу. А чем занимаешься? Я работаю в бьюти-индустрии, я работаю мастером по шугарингу. Шугаринг — это депиляция, которая делается с помощью сахарной пасты. Также я занимаюсь бровями, обучаю девочек. До этого 5 лет я проработала в сфере организации мероприятий, аниматором. Мы контакты Камилы оставим внизу под видео. Если вы ищете бьюти-мастера, то просим милости. Ну и, собственно, мы тогда перейдем непосредственно к теме нашего видео. Деликатный вопрос касательно женской половины Узбекистана. Ограничены ли здесь женщины в правах? Ну, если мы говорим о конституционном праве, естественно, нет. То есть у нас все люди равны между собой, все национальности, все люди и все религии. Но если говорить о каком-то менталитете, то, естественно, есть какие-то ограничения в плане бытовом. Но все зависит от того, в какой семье ты родился. Например, я родилась в достаточно, как я уже сказала, интернациональной семье, и у нас нет каких-то супер-пупер ограничений, там, не ходи так, не ходи туда, не одевайся, там, и так далее. Но есть какие-то консервативные семьи, в которых изначально приняты какие-то определенные рамки, определенные нормы, и все к этому очень спокойно и легко относятся. Надо, кстати, сделать, ну, такую как-то пометку, да, что Узбекистан — это все-таки светское государство, Да, а абсолютно. не мусульманское. Конечно, преобладает у нас религия ислам, но у нас уважают любые религии. У многих жительниц стран СНГ, в частности России, и у меня тоже был такой вопрос: а как здесь одеваться женщинам, ну, считается в норме? Ну, конечно, есть какие-то свои нормы, какие-то свои рамки, потому что все зависит от да, семьи, от семьи абсолютно. Допустим, лично мое мнение, я не стараюсь не одеваться слишком открыто и раскованно, но, допустим, летом, когда тут 50 градусов, просто невозможно ходить в чем-то очень закрытом. Но какие-то слишком короткие шорты, слишком открытые топы мы стараемся не надевать, потому что это просто, ну, не соответствует какому-то менталитету нашему общему, но в целом к То есть этому... могут косо посмотреть Да. и даже сделать замечание. Да, могут сделать замечания, но в основном это делают люди старшего поколения, 40+. Молодое поколение, они, в принципе, относятся к этому спокойно. Ну, просто есть такая небольшая разница между красотой и пошлостью. Ну, то есть, когда это выглядит слишком пошло, естественно, даже мы, девочки, иногда смотрим на это. Я хочу сказать, что поскольку тут интернациональное население, я вот замечала, что тут девушки как бы красят волосы в ярко-розовый цвет, и татуировки себе делают, и не стесняются показывать их. Современное поколение, то есть примерно мои ровесники или те люди, с которыми я общаюсь, то окружение, они к этому относятся абсолютно спокойно, им это очень нравится, и сейчас, кстати, у нас очень популярно. Стали популярны татуировки, потому что очень много людей, с которыми я общаюсь, практически у каждого третьего есть татуировка. И даже сейчас к этому уже относятся гораздо спокойнее, чем, скажем, 10 или 15 лет назад. Почему некоторые местные жители, мужчины, неадекватно реагируют на приезжих девушек славянской внешности или же на местных, но одетых по европейским стандартам? Ну, мне, например, вслед кис-кис-кис. Ой, ну это нормально. Это как... Вообще просто как поздороваться, можно сказать. Но не, на самом деле, конечно, это ненормально. То есть и такое бывает, и мне такое говорят. Я думаю, что просто для нас девушки славянской внешности, они выглядят немножко как инопланетяне, потому что у нас такое бывает редко, потому что в основном все русские уехали, поэтому у нас больше, конечно, девушек восточной внешности, мы к этому очень привыкли. Я могу сказать, что девушки реагируют на мужчин славянской внешности точно так же, ну, конечно, не так резко и агрессивно,
агрессивно, но, тем не менее, нам тоже очень нравится. Русский Ваня с голубыми Да, глазами. да, потому что не потому что мы дикие или не потому что там нам вау. В общем, другая Да, внешность. потому что это что-то новое. Как вот, на твой взгляд, местные относятся к приезжим из России, из Беларуси, из Украины? Мне кажется, очень доброжелательно, потому что, в принципе, вообще узбеки очень такой гостеприимный народ, как мы все знаем, нам всегда это рассказывали в учебниках по истории, вот, и, в принципе, мои все знакомые, мои друзья, да и я сама, я очень рада, что у нас происходит обмен культурой, наконец-таки, что после того, как все уехали, все возвращаются обратно, наконец, и очень много клиентов, как раз-таки даже у меня, приезжих с России, с Беларуси, с Украины, да и вообще абсолютно от всех уголков мира, даже с Германии есть, с Америки есть клиенты. И это очень здорово, потому что ты можешь научиться чему-то новому, потому что люди могут поменяться с тобой какой-то культурой, рассказать тебе что-то новое. Это же очень здорово, в принципе. И я думаю, что все люди очень доброжелательно относятся к всем приезжим. На твой взгляд, есть ли тут какие-то ограничения для женщин в целом? Что касается приезжих девушек, женщин, то я думаю, что особо ограничений нет. Естественно, если вы понимаете какие-то местные правила, то есть там не одеваться слишком пошло, открыто, откровенно, вызывающе, да, и как бы не нарушать законы, какие-то уголовные, административные, гражданские и так далее, естественно, все будет окей. И никто не будет к вам придираться. Наоборот, все очень рады. Как я уже и сказала, все очень доброжелательно относятся, вот, и готовы помочь всегда во всем. А что касается местных женщин, опять же, все зависит только от того, в какой семье вы родились, в какой семье вы воспитывались. А в целом ограничений как таковых нет. Естественно, там, может быть, как-то относятся по-другому в работе, где-то как-то возьмут мужчину, чем женщину. Но сейчас, например, очень сильно стали родители заботиться о девочках в плане того, что они дают им образование обязательно. И, допустим, многие мужчины не женятся на девушке, если нет высшего образования. Легко ли здесь женщине в целом найти хорошо оплачиваемую работу? Я думаю, что в целом нет, потому что сейчас очень вообще ценятся в принципе хорошие кадры, неважно гендер абсолютно. И если ты хороший мастер своего дела, что это, пусть это будет там, не знаю, IT какая-то сфера или медицина или что-то еще. Если ты хорошо знаешь свое дело, если ты круто его делаешь, то, в принципе, работу найти будет несложно. Главное, чтобы ты могла совмещать и дом, и работу, потому что если у тебя есть семья, естественно, будет иногда тяжело договориться со свекровью, с мужем и там с детей кому-то оставить, но сейчас женщины начали очень-очень-очень сильно заниматься собой, и это очень здорово, потому что начали развиваться, начали очень много работать, очень много заниматься на каких-то курсах, изучать психологию, и это очень-очень здорово. У нас скорее в приоритете стоит семья и дети, но опять же, это все очень сильно зависит от круга общения, в котором ты растешь. Менталитет такой, что все построено на взаимоуважении к своему партнеру, к любви, в любви там, и каком-то взаимопринятии того, что вы делаете. То есть, в принципе, если ты выходишь замуж, и твой мужчина не против того, чтобы ты работала, развивалась и так далее, то все возможно. У нас сейчас будет очень такой остренький вопрос, поэтому я попрошу наших зрителей не реагировать остро, а это просто, ну, скажем так, мое личное любопытство. Почему некоторые девушки носят хиджабы, а некоторые нет? Все очень просто. Все зависит от того, в какой семье изначально ты воспитываешься. Все от семьи. Все от семьи, абсолютно. Допустим, как я уже и сказала, мои родители, они абсолютно разных вероисповеданий. И разных культур. И разных культур, в принципе, да. Но, тем не менее, мне дали выбор. И мне сказали, если ты хочешь, ты можешь принять христианство. Если хочешь, ты можешь уйти в ислам. Это твой личный выбор. Поэтому, если девушка выбирает религию ислам, и надевает хиджаб, соответственно, это ее личный выбор. Если девушка действительно очень искренне к этому относится, и если девушка действительно соблюдает все там, нормы, которые прописаны в Коране, я думаю, что в этом нет ничего плохого. Как обстоят дела в стране с разводами? Ну, я думаю, как и в любой стране СНГ, очень многие женщины стараются сохранить семью, несмотря ни на что. Но, тем не менее, разводы, конечно, есть. И разводов достаточно много. Сейчас женщины, как я уже и сказала, стали очень свободолюбивыми. Они стали чаще думать о самореализации и стали чаще понимать, что, оказывается, так можно было. Оказывается, можно уйти от мужа, свободное плавание и отлично жить при этом, развиваться, строить карьеру. Еще стали заниматься с психологами. Да, и то есть сейчас очень популярны стали психологи. Я очень этому рада, на самом деле, потому что многие женщины просто полюбили себя. А как тут вообще обстоят дела с развлечениями? Где тут отдыхают молодые люди, ну, девушки в частности? Наверное, я сейчас
скажу вам что-то невероятное, но на самом деле девушки здесь могут абсолютно спокойно и свободно ходить в любые бары, в любые клубы. У нас очень много разных мест, куда можно сходить развеяться с девчонками, с мальчишками, да вообще всем абсолютно можно пойти и спокойно выпить, отдохнуть, покурить кальян, если вы этого хотите, и прекрасно провести время в компании своих друзей или подруг. Также у нас играет очень много различных треков, музыка тоже очень у нас классная, популярная, так что и девушки могут абсолютно свободно приходить и делать все, что они хотят, в рамках, конечно. Вообще, вот чем в целом занимаются девушки в свободное от работы время? Ну, спорт, например, есть? Да, вот как раз хотела сказать, что я сама занимаюсь в спортзале, и у нас в спортзале огромное количество девушек, которые приходят, занимаются собой, саморазвитием. Как я уже и говорила, у нас сейчас очень развито вот это вот. Ну, идет тенденция, да, что надо заниматься спортом, здоровьем. питаться правильно, да, то есть сейчас очень популярна учеба, ходить на какие-то курсы, у нас очень много разных школ, IT-школ, например, очень много, которые учат разным направлениям. Например, я сама тоже собираюсь в скором времени идти на новые курсы, которые я хочу изучить, вот, и у нас таких курсов достаточно много, то есть мы можем пойти вообще куда угодно, можно пойти погулять просто куда-то с друзьями в парк, можно сходить в кино, в торговый центр, просто пошопиться с подружкой, то есть сейчас очень много доступных развлечений, которые доступны абсолютно для всех, для любой девушки. Я хочу сказать всем девушкам, которые собираются приезжать в Узбекистан из любой страны вообще, в принципе, в этом мире, потому что нас смотрит весь мир, вот, приезжайте, мы очень рады всем. Мы очень гостеприимны и очень всегда доступны для общения, для любой помощи, поэтому всем любовь, поцелуйчики, приходите на шугаринг. И обещанный интересный факт. Мы заметили, что если местные жители находят кем-то потерянные деньги на улице, то они спрашивают у прохожих несколько раз в поисках потерявшего. Это интересная традиция. Обнаружив деньги, нужно 3 раза спросить, кто их потерял. Если никто не отзовется, то их можно... Нет, не оставить себе. Есть несколько вариантов, куда их можно деть. Если это мелочь, то кинуть в воду или отдать нищим. Если сумма крупнее, то отнести в махалю на общие нужды или пожертвовать в мечеть. Друзья, задавайте свои вопросы в комментариях к видео. Как видите, местные жители очень активные, гостеприимные и помогают мне отвечать на ваши вопросы. Зачастую даже более развернуто и подробно. Спасибо узбекистанцам за поддержку и помощь. Но я посмотрел статистику по просмотрам и обратил внимание, что более 95% зрителей не имеют подписки. Подпишитесь на наш канал, ведь для вас это ничего не стоит, а для нас это будет наилучшей благодарностью с вашей стороны. Сделать вы это можете, нажав на вот эту круглую кнопку прямо сейчас. И я рекомендую посмотреть следующее видео, которое вы еще не видели. А пока вы оформляете подписку на канал, я хочу еще добавить, что тем, кто для просмотра YouTube из России или Узбекистана пользуется VPN, выбирая США, отдельная благодарность за поддержку нашего канала.